Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами уделим внимание нашим волосам и поговорим о том, как волосы влияют на нас и как мы должны помогать им для того, чтобы в нашей жизни было все хорошо. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы найдете для себя много полезной, важной и нужной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Вы знаете, наши волосы являются антеннами своеобразными, и таким образом они связывают наше подсознание с космосом. Не зря волосы раньше называли не волосы, а космы, которое очень созвучно было со словом космос. И раньше волосы не стригли так бездумно, как это делают сейчас. Почему? Дело в том, что люди знали о магии волос. И каждому из нас не мешало бы знать об этих знаниях. Смотришь, и жизнь вернется в правильное русло. Помните о том, что волосы – это мощнейший энергонакопитель, как внешний, так и внутренний. Знаете, как своеобразная такая флешка. Поэтому старайтесь никогда не ходить с распущенными волосами в людных местах, потому что таким образом вы берете энергию. И потом ни с того ни с сего, например, вы начинаете злиться, быть всем недовольны. Поэтому старайтесь волосы всегда прятать. А вот если вы хотите оказать наоборот влияние на мужчину, то распустите перед ним волосы. Потому что магия волос действует на мужчин моментально, и мужчина будет во вашей власти. Однако при этом волосы должны обладать особой силой. То есть они должны быть обязательно быть здоровыми и красивыми. Поэтому никогда не пренебрегайте уходом за своими волосами. Балуйте обязательно их целебными маслами и лечебными масками. Если вам не хватает жизненной энергии и вы чувствуете частую усталость, уезжайте на природу, потому что среди деревьев вы можете распустить волосы, и пусть ветер вдоволь наиграется вашими волосами, и таким образом вы зарядитесь природной энергией. Расчесывание волос – это своеобразный магический ритуал. Поэтому никогда не расчесывайте свои волосы в плохом настроении, так как будет еще хуже. И когда вы расчесываете свои волосы, всегда думайте только о приятном. Можно говорить что-то вроде таких слов: «Расти коса до пояса, не пророни ни волоса». Вы знаете, расческа для волос раньше это было настоящим магическим предметом. Ведьмы, маги, колдуньи для совершения какого-либо ритуала над человеком очень часто использовали его волосы. В плохих ритуалах, чтобы добыть волосы человека, воровали его расческу. Поэтому сейчас также надо быть очень бдительным. Не выкидывайте никогда свою расческу, если она особенно деревянная, потому что деревянная расческа считается самая лучшая для здоровья и для волос. То после года такую расческу, именно деревянную, лучше всего зажигать, не выбрасывать и никому не давать. А если в вашу голову лезут тревожные мысли, шалят нервы, то обязательно распустите волосы и, что называется, покопайтесь в них. Сделайте себе обязательно массаж. Такая процедура успокоит и поможет вам разбрестись, как говорится, вашим тараканам в голове по вашим полочкам. А если наоборот вам нужно сконцентрироваться,
то зачешите волосы назад и соберите их в пучок. А когда вы заплетаете косу, думайте обязательно о своем желании. В таком случае такое желание быстрее исполнится. Обращаем ваше внимание, что после посещения кладбищ, больниц и других стрессовых мест обязательно вымойте голову. Смойте обязательно тяжелую энергетику, которую вы успели впитать в ваши волосы. Если вы перенесли какой-то стресс, была болезнь продолжительная, обязательно после этого посетите парикмахерскую и сделайте стрижку. Только не попросите мастера не стричь волосы слишком коротко. Достаточно подстричь лишь кончики на пару сантиметров, и вам точно станет намного легче. А вот когда вы планируете посещать какие-то святые места, также подровняйте кончики, а после как можно дольше не ходите в парикмахерскую. Пусть вот эта вот божественная, благостная энергия задержится как можно дольше на ваших волосах. Если вы долго шли к какой-то цели и вот-вот чувствуете, что достигнете того желаемого, не вздумайте на радостях отдаться в руки парикмахера, потому что мастер ненароком может состричь вашу скорую удачу. Сделайте это уже после того, как долгожданная встреча, проект окажется точно в ваших руках. Помните о том, что парикмахер, к которому вы обращаетесь, должен быть всегда свой, то есть должен быть именно проверенный человек. Ведь люди этой профессии, состригая ваши пряди, влияют только конкретно на ваше биополе. Поэтому пусть человек, которому вы доверяете свои волосы, сам будет обязательно с нормальной энергетикой. Если вы, например, стоите перед выбором и не знаете, как поступить, то перед сном задайте вопрос себе и заплетите косу. Ваше подсознание сквозь сон даст вам нужный ответ. Помните также и о том, что наши волосы обладают определенной памятью. Не забывайте об этом, если вы решили нарастить их. Неизвестно, пряди с какой энергетикой прежнего хозяина вам достанутся, и как эта энергетика повлияет на вас. Поэтому будьте очень осторожны. Париками, шиньонами не стоит увлекаться. А вот перед важным событием, например, выступлением на публику, перед собеседованием, перед заключением какого-то контракта, лучше сделать хвост или пучок, дабы не позабыть, не растерять определенные знания.